Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Таро на неделю с 28 апреля по 4 мая. Давайте узнаем, кто или что спешит в вашу жизнь. И первые у нас карты пасьянса. Разложим. Останемся реалистами, безусловно. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Позже мы дополним картами Таро и узнаем, что неожиданно, возможно, изменится в вашей жизни. Может быть, и вы сами что-то решите менять, причем такой поворот сделать, да, судьбоносный. Или, возможно, это будет какая-то история, когда вам придется принимать важные решения. И к чему все идет. Достанем карту как знаки судьбы, что вам хотят передать высшие силы, или, иными словами, что вам нужно принять во внимание, что нужно услышать. Но вначале спросим у маленьких карт с их рандомными значениями. Никогда не знаешь, что выпадет, что совпадет. Итак, что спешит вашу жизнь, события недели, события ближайшего будущего, мои дорогие. С чем это может быть связано для вашего знака зодиака? Любовь. Лебедь. И не просто любовь. Имеется в виду по лебедю не страсть, а, знаете, вот такая душевная дружба, доверительное отношение, ну, наверное, душевное тепло, гармония, радость. Самые добрые чувства, мои дорогие. Но для тех, кто один или одна, может быть, есть смысл подумать и выйти из этого затянувшегося одиночества. Вы можете засобираться в гости, или вы будете ожидать гостей, и такое я тоже допускаю. Исполнение желаний, мои дорогие. Ну, в этой колоде есть одно исполнение желаний, а есть и все исполнения. Ну уж насколько все, это мне сложно судить. Остаемся реалистами, но вот именно одно, когда корабль, это еще и перемены. Это вот значит, что-то входит в вашу жизнь. Может быть, это связано с личной жизнью, с какими-то гостями, перемещениями, поездками. И сама по себе вот эта карта значения говорит корабль, перемещение, поездки или как ваши новые планы. Ну, кстати, у кого-то по работе работа с большим количеством информации. Корабль один из символов Меркурия. Но это и дорога, куда вы можете засобираться. Или когда у вас какое-то желание исполняется. Возможно, у кого-то это связано с документом, а у кого-то с личной историей. А вот и правда, смотрите, любовь, гости, да, или какие-то контакты, взаимодействия и солнце. Солнце это вообще прекрасно, да, солнце это и радость, это и счастье, это когда внутреннее чувство наполненности. Наполненности, когда мы, знаете, в таких более оптимистических энергиях находимся, когда мы не устраиваем себе ненужное самокопание, философия. Но вот с чем-то вы определяетесь на этой неделе, и я могу предположить, что по аркану Солнца это какой-то проект или отношения, или работа. Тут у каждого по-своему, правда, радость. И этому нужно уделить пристальное внимание в течение 6-8 месяцев. Потому что Солнце основное значение – выбор правильного направления. Вот вы с чем-то тут определяетесь. Удивительно, редко такое бывает. Я говорила по кораблю, что в этой колоде есть как исполнение желания, и есть еще и полное. Так вот, вам полное тоже выпадает. Это колчан со стрелами. Но у вас, мои дорогие, еще и семейное счастье. И для людей семейных это, знаете, мир, гармония, порядок в отношениях, когда один другого готов услышать, когда один другому приходит на взаимопомощь, выручку. Это когда, может быть, и какие-то добрые события происходят внутри вашей семьи, когда, ну, больше, наверное, знаете, не просто наполненности, а как мечта, которая не просто эфемерная где-то там, а
она становится более конкретна, ведь у вас еще и выпадает полное исполнение желаний вместе с Солнцем и семейным счастьем. Тут какой-то вопрос, который долгое время мог состоять из противоречий или из каких-то тысячи неопределенностей, для вас приобретает смысл. Ну, шикарно, мне нечего добавить. Более того, это не только вашему Солнцу, вашей радости способствует, любви, счастью, а еще и в целом благополучию. Нечего сказать, мои дорогие близнецы. И, наверное, уже наш можно даже расклад завершить. Кстати, что я не увидела, у вас выпадает вот это значение корабля, и одновременно я уже не складываю, это конверт может быть. И конверт вот с сургучной печатью. Это какие-то важные документы, согласования, подписания. Или важная бумага, которую вы составите, или вы ожидаете какого-то письма, ответа. Ну, здесь, видимо, это не просто СМС, хотя я такое допускаю в наше время, но, скорее всего, тут именно документ. Может быть, это даже трудоустройство на работу, для кого-то это будет важно, для кого-то это тот проект, которым вы занимались, может быть, какое-то время и строили уже перспективу, значит, тут сама по себе уже и перспектива тоже будет. У вас получается что-то осуществить. И я так вижу, что это не есть что-то совершенно новое. Тут, скорее всего, что-то из прошлого, как хорошо забытое старое, для вас играет красками с новой силой. И правда, у кого-то из вас дорога. И, может быть, вот у нас крайние ряды, мы тоже можем карты, точнее, в крайних рядах, как вертикаль, так и горизонталь сложить. И у вас, ну, вы можете засобираться куда-то в дорогу. Или, в принципе, много будет драйва, много будет перемещений, пусть каких-то мелких, на этой неделе. Вот насыщенная неделя, мои дорогие близнецы. Ладно. Что неожиданно изменится или как неожиданность сама по себе? В какой сфере жизни вам придется принимать или будете принимать сами, вам так захочется больше ясности внести, но все-таки с элементом неожиданности. Может быть, вы смотрите загодя этот расклад и ни о чем подобном сейчас не думаете. Или так допускаете, но конкретики нет. Так вот, как неожиданные события, с которыми будут связаны какие-то ваши однозначные решения. И следующая карта, к чему все идет. Или какое продолжение следует вот от ваших принятых решений. Нет неожиданностей, может быть. И знаки судьбы, это как подсказки высших сил, на что вам нужно обратить внимание, что нужно услышать, важно знать. И опять же, к чему идет. И если мы говорим о сферах жизни, это сфера ваших достижений, работа, учеба, бизнес или деньги. В целом смотрим энергия, продуктивная энергия, любовь, личная жизнь. Давайте будем узнавать. Итак, что же неожиданно изменится? Нечего добавить. Еще одно солнце. Я об этом долго говорила, уже далее не повторяюсь, мои дорогие близнецы, потому что тут действительно... Но у нас не всегда так бывает и в нашей жизни, и не всегда, кстати, в картах Таро. Конечно, мы все разные, я допускаю, что у кого-то, ну, по-своему будет все равно складываться, но тем не менее, доброе небо на этой неделе, которое перед вами как раз может открыть вопрос, захотите ли вы этого увидеть. Ведь тут драйв какой-то, а ведь кто-то может просто просидеть и ничего не предпринимать, ждать, когда оно само как-то свершится, а... Даже карты пасьянса нам говорят, что от вашей активности тут будет очень многое зависеть. Но оно того стоит. Два солнца. Здесь действительно какая-то ситуация может быть для вас решена или изменена как по судьбе. Может быть, вы прежде на что-то не решались, а вот здесь в неожиданностях вот это солнце выпадает. Сама по себе возможность. И то, чем вы будете, повторюсь, заниматься активно, и даже следует этому уделить внимание, развивать, продолжать. Именно, пусть это личная жизнь у кого-то это вопросы вашей занятости или ваших достижений, но и в личной жизни, значит, построение прочного союза, любви, укреплять, да, взаимодействовать правильно. Личная жизнь – это тоже работа, и семейное счастье – это тоже работа. Для себя, опять же, прояснить какой-то ориентир как минимум, мои дорогие близнецы, вы можете. К чему же идет это солнце?
туз кубков. Одна карта дополняет другую. Любовь, действительно. И поэтому для тех, кто был в ссоре, предположим, сразу, хоть мы и не смотрим на личную жизнь, но, видимо, в центре вашего внимания через неожиданности вам выпадают две карты. Как и солнце, так и туз кубков. Карта счастья. Две карты счастья. Они немного в разных энергиях. По солнцу могут быть и достижения. Но тогда по тузу кубков это то, когда мы себе говорим спасибо. Это когда мы чувствуем себя самодостаточными. Когда мы понимаем, что наша жизнь принимает какой-то более конструктивный лад, что ли. Вот это благополучие становится более понятной, упорядоченной, прогнозируемой. И это само по себе в наше турбулентное время достаточно важно. А у кого-то признание в любви, решения какие-то, может быть, важные переговоры с вашим человеком близким. Но к чему все идет? К любви, к радости, к счастью. И вот это солнце, это не совсем в неделе, как будто нам карты говорят, продли это как минимум до конца 2025 года. Но ты словно вот зерна своего успеха, радости или любви, ты должен за ними ухаживать, чтобы выросло какое-то, ну, может быть, как денежное дерево, если мы говорим вопросы работы или ваших достижений, или то вот древо, да, как часто ведь символизирует дерево нашу семью, которая, вот именно дерево, если мы рассматриваем, уходит корнями вглубь, и это надежность, уверенность. Пусть это наши близкие люди, но это те, когда мы знаем, они нам придут, взаимовыручку, помощь и одновременно могут за нас искренне порадоваться. Вот это все то, что центральной нитью какой-то пронизывает весь наш расклад. Знаки судьбы. Может быть, вы проясните как раз какие-то спорные отношения. По жрице, может быть, здесь могут быть и действительно какой-то выбор правильный. Ну, к примеру, конечно, это не для всех, мы все разные, но я должна это озвучить. Может быть, одному, двум, это важно услышать, когда была по личной жизни такая тройственная ситуация. Или мы называем любовный треугольник. Или, может быть, был какой-то человек, который был в тени, словно вы не афишировали. Вот здесь вы можете принять важные решения. И совсем не обязательно, нам карты не говорят, в какую сторону кто будет принимать решение. Но то, что принимать решение, как будто пора. Вверху карта Солнца и туз кубков. Знаете, вам пора, мои дорогие, это как знак судьбы. Какую-то путаницу убрать из своей жизни, определиться в чем-то. Самому себя, может быть, не запутывать, позволить этому солнцу, этим добрым энергиям, этой любви или наполненности, да, вот чувству наполненности, окрыленности, благополучию войти в вашу жизнь. И вы, это карта независимости, может быть, это как неожиданность или знак судьбы, который где-то может так вот неожиданно проигрываться. Тот человек или те вопросы, просто вопросы с конкретной персоной, которые не были прояснены. Или, может быть, мои дорогие, какая-то тема, которая для вас словно во мраке была. Может быть, это и работа, вы меняете работу, или вы хотите что-то изменить. Может быть, направление даже в деятельности. И оно вот вам пока еще как-то неопределенно темноватым. Но и в этом вы тоже очень быстро разберетесь. Здесь действительно какую-то путаницу старайтесь устранять сами. Но при этом все же жрица, она нам говорит, ну где-то больше молчи, правда. Молчание нам помогает. И слушайте самое главное свою интуицию. Она вам будет давать правильные подсказки. Но из какой-то темноты вы словно можете выйти. Хорошо, как знак судьбы и к чему это идет. Ну, вот эта жрица, я так думаю, что для большинства из вас проиграется именно в вопросах денег, документов, каких-то важных согласований, ваших определений и работы, деятельность. Восьмерка пентаклей. Это карта денежная и одна из лучших на работу и на финансы. Вы здесь можете по аркану жрица как знак судьбы изучать какие-то новые цифровые технологии, осваивать новые ресурсы, знания, дополнять, может быть, кто-то будет из вас заинтересован тем, чтобы дополнительный доход. Может быть, и есть определенный основной доход, но, видите, маловато, деньжат, будем говорить.
И очень часто это побудительным мотивом для нас изучать что-то новое. Изучать как дополнительный источник заработка, как работа на дому. Может быть, после основной работы. Такое я тоже могу допустить. И какие-то первые шаги вроде как в потемках вы делаете, но вас интуиция в эту сторону подталкивает. И тогда, мои дорогие, для вас могут открыться прекрасные перспективы. Кто знает, может, вы потом и основную работу откажетесь и скажете: нет, и моя стезя, она в другом направлении. Но в любом случае, к чему все идет? Даже если вы определяетесь по труду, по занятости, по бизнесу, я вот это вижу точно, увеличивается ваш доход. По восьмерке Пентакли это всегда нам показан уже как бы профессионал и тот человек, который, знаете, ну где-то скрупулезный, потому что внимание к деталям по этой карте проходит. И тот, который планомерно, настойчиво развивает сам себя, прикладывает усилия, и в итоге вот денежный эквивалент значительно возрастает. Поэтому от наших приложенных усилий зависит ваше качество жизни, мои дорогие близнецы. Достижение, работа, пятерка кубков. Не назовешь ее оптимистичной картой. И нам ведь и говорят, что есть какое-то разочарование. Оно было. И вы будете тут с чем-то явно определяться. Давайте я достану вторую карту. Здесь есть какое-то все же по части достижений. Или, может быть, это прошлая история. Но не все так складывалось, как вам хотелось бы. Или были какие-то промахи в прошлом, да, вы можете, кстати, сожалеть, что вы вовремя, может быть, в предыдущий период что-то не сделали, вот важное. Это может касаться документов, кстати, вот просто банально. Вы занимаетесь каким-то вопросом, и у вас ведь продуктивная эта неделя. И вы можете сожалеть, что вы чего-то не сделали раньше. Вот я вижу именно так. Давайте я достану вторую карту. Так что же на вашу работу, достижения? Хотя нам уже сказали, вам нужно все-таки рассматривать какие-то новые варианты. Это вы сейчас находитесь в моменте перехода между прошлым и будущим. Поэтому чем бы вы ни занимались, какую бы должность вы ни занимали, знаете, мои дорогие близнецы, карта все-таки настаивает на том, и, кстати, вот эта Верховная Жрица, как дополнительный доход. Или для себя освоить какие-то новые ресурсы, может быть, выучить языки. Или, к примеру, пойти на курсы вождения, может быть, да, получить права. То есть какую-то ресурсность вам нужно добавить в вашу личную жизнь, и тогда для вас какой-то прорыв может быть. Вы более востребованы на рынке труда. Или вы тогда свой какой-то план, намерение можете осуществить быстрее. Ну, а у кого-то и по части личной жизни тут какие-то выводы будут. И перевод отношений на новый уровень. Хоть мы смотрим с вами на достижения, но мы одновременно сказали и про документы. Так вот, документами ведь тоже нужно заниматься. И в каком-то новом формате, в новом ключе вы тоже можете рассматривать данные вопросы. Что же у вас по части личной жизни? Девятка жезлов. Это карта великой мощи, но это когда мы словно замыкаемся. Вы можете, так профильтровав свое окружение, от кого-то и отказаться или закрыть какие-то контакты. Может быть, для вас уже не имеющие какого-то смысла, или вам не хочется продолжать даже что-то. Давайте мы немножко раскроем эту карту. По девятке жезлов мы даже больше, мы не хотим себе навредить. И кто знает, на личную жизнь, правда, вы даже не захотите, если прежде была какая-то, к примеру. Я как вариант рассказываю, но кому-то, может быть, и важно услышать. Может быть, был вот этот самый любовный треугольник. И ваш основной партнер не знает о том, что у вас был еще один какой-то претендент. Но тогда будет лучше, если он и не узнает. Тогда вам нужно как-то очень красиво, но свои действия завершить и где-то быть наготове. Девятка жезлов, как будто она говорит: смотри, не найди какие-то прошлые грабли. Вот буквально так. Не повтори какую-то ошибку. Давайте мы на личную жизнь спросим. Это понятно не для всех, потому что нам уже на тот союз, который есть, тут прямо для нас какие-то... И солнце всеми цветами радуги играет, и наполненность, карта радости, туз кубков. И вот действительно, смотрите, у вас выпадает аркан колесница. И это выбор, туда или сюда, вот буквально. Вы уже прошли какой-то путь, и вот вы остановились
в этой новой точке отсчета. Она одновременно точка невозврата. Поэтому время делать вывод. Для кого-то из вас, может быть, и выбор какой-то стоит. И тут у каждого по-своему. Но колесница – это карта, с одной стороны, удачи, с другой стороны, это карта и успеха. Да, от наших приложенных действий многое зависит. И, кстати, это карта скорости. Поэтому куда-то важно и не опоздать. И поэтому, мои дорогие, все будет зависеть по личной жизни, у кого какая сейчас изначальная история. И тут нет общего знаменателя, поэтому может быть и старший аркан. Он дает возможности, безусловно, и новое качество жизни дважды, вот это важно. Но и говорит, не упусти время, вот тебе сейчас нужно с чем-то определиться. Не оставь на волю случая свою судьбу. Ты сейчас сам, как маг и волшебник, должен сделать свой выбор. И тогда словно высшие силы. Или, ну, астрологически тоже для вас доброе время, когда вы можете не только с чем-то определиться, а потом себе сказать многократно спасибо, мои дорогие, правда. Вот такое совпадение. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.